Всем доброго утра, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас 27 число, время 6:43. Прошла я 30 минут, сожгла я 131 калорий, 3200 шагов, сердцебиение 89. Ну, встала я, у меня было сердцебиение 72. Ой, видно, не видно? Видно, да? Ой, пойду я сейчас приму душ. Прекрасно себя чувствую, великолепно. Что я хочу сказать? Да, девчонки писали насчет того, что в Ютубе, по-моему, писали, я уже не помню где. Насчет того, что ходят девчонки по 10 тысяч шагов. Ну, в течение... Да, девочка там писала, какая-то женщина. В течение дня, там, ну, по домашним делам. Так вот, девочки, это хорошо, что вы ходите, красавицы мои, постолько, помного, да? Но, с другой стороны, пользы в этом нет. Я не вижу в этом пользы, потому что у вас, вы ходите, делами занимаетесь. А когда вы именно встаете на беговую дорожку и идете, да, в одном темпе, это не просто встать на беговую дорожку, ну, как бы это из собственного опыта. Я не хвалюсь, я просто говорю, рассуждаю. Вот. С первого дня вы даже не сможете выработать шаг. Это кажется так, вот куплю сейчас беговую дорожку и пойду. Нет, нет, нет. Это нужно вырабатывать правильный шаг при скорости, да. Ну, если вы, конечно, там на первую скорость встанете, на вторую, на третью, это, конечно, вы спокойно будете идти, и все. Ну, смотря, какая вам скорость нравится. Я сейчас перешла на шестерку, я встаю сначала на тройку 2 минуты, потом на четверку 2 минуты, на пятерку 2 минуты. И все, и на шестерку, девочки, на 6 скорости. И иду, вот прям вот иду, да. И я чувствую, что когда идешь в одном темпе, да, вот в темпе вальса, вот идешь, 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 мышцы работают живота, боков, бедер, ног, естественно, да. Вот, и это совсем другое дело, что вы просто ходите, занимаетесь домашними делами. Но когда вы занимаетесь домашними делами, ну какие там мышцы работают, девочки? Там только рассыпаются коленки ваши, и устаете. Я просто знаю, вот у нас есть в городе, ну, молодая женщина. Она моложе, я не знаю, сколько ей лет, но во всяком случае моложе меня, может 45, может 40. Вот она ездит, не буду говорить, где работает, неважно. На работу с утра она ездит, я ее вижу, когда я езжу на автобусе. Ну, она такая круглая. В талии она где-то, ну, сантиметров 180 объем талии там. Просто вообще, ну, ужасно, конечно, это все. Так вот, она работает там на заводе целый день на ногах. Сколько там она проходит за день? А с каждым годом она все круглее и круглее и круглее. Да, там, конечно, якобы... Девочки, гормональный сбой, ну, естественно, там куча болезней. Вот. Просто, ну, дело в следующем. Я думаю, что сегодня такая мысль пришла. Можно быть, наверное, можно и наладить гормональный фон, да, если заниматься собой. Ну, просто хотя бы или сесть на велотренажер, или встать на беговую дорожку. И правильно заниматься. Правильно, только правильно, опять же, раз подчеркиваю. Вот. Наверное, можно и наладить. Чем моложе ты это начнешь делать, тем, наверное, лучше будет, да? Чем ты становишься старше. Как мне врач сказал, вам еще не поздно, пока вам еще 50. Но через лет 10-5 вам будет уже поздно. Поздно, понимаете? Да, там уже будет все. Там уже будет сформированная старость. Сейчас еще между молодостью и старостью, да. Врач мне сказал, какой мне врач говорил, уролог, я не помню, девочки.
И, кстати, знаете, когда ходишь, да, я же чувствую живот, мышцы живота и малого таза внизу. Вот где у нас находится матка. Там тоже так, вы знаете, это, ну, в тонусе все. Ну, что мне говорить, вот, которые люди ходят правильно на беговой дорожке или занимаются на велотренажере, наверное, понимают, о чем я говорю, да? Вот. И если это делать каждый день, а не раз в месяц, то я думаю, результаты будут, наверное. Посмотрим, посмотрим. Знаете, я открою вам маленькую тайну. Когда я хожу, я задираю, короче говоря, сорочку, вот, ну, выше сисек, задираю сорочку, завязываю узел и, короче, закручиваю под низ. Прям не под сиськи, а выше сисек. Мне нравится почему-то ходить вообще, когда я обнаженная. Да. Ну, просто нравится так больше, понимаете, когда у меня не болтыхается там по телу и нет никакой одежды. Ни трусов, ничего нету. Я задрала. Можно, в принципе, было бы снять, скинуть. Вот. Когда я встаю, я иду в сорочке же. Вот. Задрала. И мне прям так хорошо. Мне, знаете, что нравится? Когда мне еще будут женщины подходить и говорить на улице мои знакомые, что якобы мне нужно ходить пешком. Когда они меня видят на самокате, они мне всегда так говорят. Так я буду им всувать свой нос, свои часы, и показывать, сколько я хожу. И сколько они ходят, блядь. Ой, пускай показывают меня, а то меня достали уже. Да, есть чем гордиться. Я большая молодец. Так, сейчас что у нас? Что у нас, девочки? У нас утро, мои красавицы. Время 6:50. Пятница, развратница. Спешить мне сегодня некуда. Вчера я покаталась. Вчера Дима был вообще не в настроении. Он потрепал мне нервы. И вообще мне потрепала нервы еще с утра куратор. Вот. Позавчера. Не с утра, позавчера. Я к ней позвонила, спросила. Мне же надо теорию сначала сдавать. Вообще я думала, что это будет в начале июля. Она мне сказала, что вообще расписания на теорию нету на июль месяц. А мне, знаете, что хочется? Мне просто, блядь, вот я... Знаете, что хочу сказать? Я такая злая. Они, видимо, специально сосут, да, чтобы я набирала вождение. Ну, оплачивала. Есть экзамены вместе с практикой, теорией с практикой. Отдельно нет. Что это значит отдельно нет? Вы что, не можете меня пропустить, что ли? Просто теорию я думаю взять и сегодня позвонить, пускай записывает на месте теорию с практикой, девочки. И то теория с практикой, и якобы ГАИ выдали расписание на конец июля. Вчера мы с Димой заехали в ГАИ. Дима вчера уже заходил второй раз. С утра он был, потом он был со мной. А расписания нет. В ГАИ расписания нет, не вывесили. А куратор у нас уже все знает. Я вчера Димке хотела, потом вечером позвонить. Не позвонила, сегодня позвоню, узнаю. Расписание, девочки, чего там? Почему так? Почему так, да? Конечно, меня это расстраивает. Меня дико это расстраивает. Я думаю, может быть, взять тогда... Я вчера Коле говорю, Коля, он говорит, ну, потеряешь 3500, а вдруг не сдашь теорию. Я говорю, ну, слушай, милый мой, а если я сдам? Я в этот же день, значит, могу сдавать и практику. Пускай просто записывать заранее, да? Да, может быть, и не сдам. Если я буду записана на теорию и практику, у меня будет... Я потеряю 3500. Да. Но невеликие потери, блядь. А может быть, и сдам. А если я сдам теорию, да, а на практику я буду не записана, значит, мне еще надо колупкаться будет, ездить на вождение месяц. Я потеряю. Сколько денег? Еще 15 000 за дополнительное вождение. Это только на вождение. Про автобус я уже вообще молчу.
М? Дима вчера был не настроение. Я вот с мальчиком ездила, да, с другим, да, Дима был в этом в отпуске. Не помню, черненький там, не русский, татарин, по-моему, он. Да вообще нормально с другими инструкторами езжу, понимаете? Я же так же езжу, как и с Димой, да, не придираются ни к чему. Все хорошо, говорит, все хорошо. Дима, блядь, он меня подзаебал. То он нормально с ним в день ездишь, да, то начинается, блядь, придирки какие-то вообще неуместные. И меня вот это, знаете, внутри дергает за нервы. Мне это неприятно, очень неприятно. Просто, ну, как сказать, к пустому месту. Вот берет и к пустому месту придирается. Я мучу, блядь. Первородка какая-то, что ли? Я с ним уже езжу, да, полгода, больше полгода, девочки. Он мне нервы мотает. И так нехорошо он делает. Если ему кто-то испортил там где-то настроение, да, он это настроение поганое возмещает на мне. И мне прям, ну, неприятно. Я прям быстрее хочу вот от этого отвязаться и все, уйти. Сдать экзамены, я имею в виду. Потому что я плачу деньги, да, 2000. 2000 у меня уходит на 2 часа вождения. А мне еще при моем вождении мотает нервы, блядь. Я потом еще с ним устраиваю дискуссию и говорю: Дим, объясняю, почему можно к этому было не придираться. Все в развернутой форме, понимаете? А мне вот это надо, блядь, я еду за рулем, устраиваю с ним дискуссию. У него появился магнитофон в машине появился, магнитола. Не было. Я говорю: Дим, включи музыку. Такой, блядь, вредный он не включил. Музыка отвлекает, блядь. Я говорю: Олег, вот включала, нам не мешала музыка. Вообще при музыке нормально, девочки, ездить, настроение, ничего не отвлекает. И, ну, во всяком случае, меня сосредоточено, и все, я ездила хорошо. А отвлекает, не буду включать, блядь. А нахуя ты ее вообще тогда воткнул в эту машину? Значит, с кем-то он ее включает, но только не со мной. А почему он это делает? Потому что я отказалась 2 раза. Один раз с Леной я отказалась, и просто прям перед фактом, да, и она как бы потеряла 2 часа времени. Ее никто не забронировал. И предпоследний, прям, ну, не поехала, все. То, что бронь была забронирована Димой, не мной, деньги с меня не сняли. Вот. И как бы 2 часа были впустую у нее. Вот. Какие там между ними отношения, я не знаю. Но между нами, девочками говоря, что-то тут очень такое. Почему-то я их увидела во время отпуска. Мы когда заезжали, ну, который его заменял с парнем, да, в прошлый раз, на автодром, он приехал на своей машине, тусовался с ней там. Ну, это как бы имеет место быть, да, наводит на мысль, да, вот. Потом я поехала к начальнику полиции на прием. Я отменила вождение своей 23 числа. С ней надо было ездить. Он, ну, знаете что, он, может быть, мне мстит. Я почему-то вот так думаю. Мстит, да. Вот, когда я мальчику тому сказала насчет Димы, что он очень хороший и очень ко мне хорошо относится, что он такой вот очень терпеливый, что вот он меня учил, да, очень терпеливый. Ну, он в те моменты был всегда. Конечно, деньги надо дать должное, я всегда это говорила и говорю, да. А мне этот мальчик сказал, ну, он молодой, поэтому мальчиком его называем. Ровесник моего сына, наверное, может, помоложе, не знаю. Он мне сказал, что вы первый человек, который отзываетесь о Диме такими добрыми словами. Он у нас, ну, не такой, насколько, говорит, я знаю Димона. Вот. Он очень строгий, он очень такой, ну, крикливый, любит орать. Ну, я почему-то, я говорю, я за собой этого не замечала, он так удивился даже.
Вот. И что-то Дима, прям вот после того вот этих вот отказов двух, да, я один раз ездила с ней, а потом я уже отказалась перед фактом, и второй раз мне надо было в полицию. Да и вообще я с ней не хотела ездить, он мне сам ее навязывал. Мне одного раза хватило, я уже рассказывала, почему я не хотела ездить. Как сова спит, блядь. Не как сова спит, а не спит она, как днем сова спит. Вот такая же она. Мгм. Вот, он меня вчера спросил, как поездила с этим парнем? Я говорю, очень хорошо. Хорошо, вообще никаких придирок нет. Вот. И мне это все это напрягает, понимаете? И вот эта тягомотина, а я же только забронирована с Димой ездить. И вот если он мне сейчас будет вот это все, вот это вот нервы мотать, блядь, а я еще буду за деньги, за мои деньги он мне будет нервы мотать. Мне это все крайне неприятно. Вот. А другого поменять я не могу, потому что он обидится вообще. А мне же надо с ним экзамен сдавать, он меня будет принимать в ГИБДД, вождение. Обидеть я его не могу. Ну, значит, будет мне кровь высасываться, скажем так, да? Вот такая история, девочки. Автодром я и парковку, и гараж. Ну, парковку с правой стороны, гараж справа и слева делаю хорошо. Эстакада. Все это тоже нормально. Все нормально у меня, все нормально, блядь. Не знаю. Конечно, ну, билеты. Вчера тоже со знакомым разговаривала с мужчиной здесь, в Марпасаде. Он говорит, то ли самая главная теория. Да, вот билеты, девочки. Знаю билеты, да, проверяю себя. То хорошо, вот билеты идут у меня без ошибок, да. Потом опять, раз, например, одном и том же, котором я 2-3 раза не ошиблась, я могу ошибиться. Идет, понимаете, такая история. Вот раз, или поспешу, или я не знаю, что такое. Я не знаю. Вот у меня вот эти билеты, да. Вот как я 80 билетов, я же прошла за 15 минут в автошколе, сдала, да, 80 вопросов. Они меня немножко, да, угнетают, блядь. Мне хочется быстрее пройти вот эти 20 вопросов. А уж как-нибудь разберусь потом с вами. Я не знаю, мне что делать, блядь. Мне не знаю, записываться сейчас. Я сегодня буду звонить к ней. Я, наверное, скорее всего, попрошу ее записаться в один день на теории вождения. Выхода я не вижу. Потому что если была бы теория, да, а через 2-3 дня вождения, там, хотя бы через неделю, это другое дело, да. Вот я теорию сдала, и у меня через неделю, например, уже вождение назначил экзамен. Но извините меня, блядь, я жду теорию месяцами, да. 5 мая я сдавала. Сейчас уже июнь проходит, потом июль пройдет, блядь. А потом я вождение буду, если я сдам, я потом вождение буду ждать месяцами. Ну это пипец. Это пипец, блядь. Ну не сдам теорию, значит, блядь, что? Значит, пролетит 3500. А вдруг сдам? А? Значит, не прилетит 3,5. Ну, как? Оно так и так пролетит, понимаете? Если в теории-то я сдам, а если я вождение завалю, значит, 3500 прилетит. А если я теорию завалю, значит, я не пойду на вождение. Так и так пролетит 3,5. Конечно, меня давит жаба, но я и так теряю деньги, Так все сделано, да? Тяжело. Как некоторые жабы пишут, Оля не сдаст и все такое. Да пускай что хотят думают. Короче, как-то так. Что я хочу сказать? На Дзене премиуме я не вижу комментариев от вас, уважаемые подписчики. Я записываю видео. Так. Рассказываю вам все, да. Да, вы платите 200 рублей. Заплатили, спасибо. Всех касается.
Почему вы не оставляете? Вот Екатерина Астафьева, вы оставили комментарий. Большое вам спасибо, я очень признательна, да? Позавчера. Иришка, нет, оставляет. Спасибо, Ириш. Но люди подписаны, например, вот вчера я выпустила видео. 10 просмотров. 10, да? 5 лайков. 1 комментарий. Все. Хорошо. Хорошо. Не оставляйте. Хорошо. Как буду записывать, так буду записывать. Как у меня будет настроение. Нет мотивации, значит, я не записываю. Есть мотивация, значит, я записываю. Хорошо. Дальше идем. Отписались? Отписались, значит, у нас 6 человек. 6. Хорошо. Отписались. Не хотите смотреть? Смотрите на Рутубе. Женщина написала, не знаю, себя она не обозначила на Рутубе вчера. Она писала, что якобы она 15 числа, 15 июня заплатила. У нее Шанель, все написано. Я не знаю, не обозначила. Кто она? Якобы она заплатила 15 июня за премиум подписку, а зайти не смогла за премиум. Ага. И там, говорит, пишут, заплатить еще раз. Что, говорит, я написала, говорит, в администрацию, мне, говорит, ответа никакого не прислали. Говорит, Оль, что делать? А я ей ответила, пишите еще раз в администрацию, я не знаю, что делать. Я написала мне тут такую петицию, да. Я думала, что ты заинтересована. Блядь, вот у меня, знаете, что? Вот пишет она. Сейчас я вам прочитаю. Я просто удивляюсь. Ну, народ, ну... Зачем вы так? Вы троллить меня хотите, что ли, блядь? Ну, зачем? Ой. Пишет. Ольга Викторовна. Добрый день. 15 июня у меня списали 200 рублей. Премиум подписку в Дзене. Не могу войти. Пишет подписаться и оплатить еще раз 200 рублей. Писала в службу поддержки. Ответь, тишина. Как быть? Я ответила, что не знаю. Я свои комментарии удалила. Не хочу ничего. Что не знаю, как быть. Угу. Она мне пишет. Очень жаль. Разочарована. Я думала, вы, как блогер, должны быть заинтересованы в этом. Мы, подписчики, хоть и мало-мальскую зарплату кладем вам в карман. Увы. Нормально, да? Я ответила, это не мой личный магазин. Думайте, что хотите. И еще написала я ей. Я удалила комментарий. Ну, как можно так думать, да, что это же платформа ВК. Платформа ВК. Я уже объясняла, что платформа ВК берет еще себе деньги от ваших денег, да, за вашу премиум подписку. В карман вы мне полностью сумму никакую не кладете, блядь. Зачем извращаться и придумывать? Если вы 200 рублей обеднели с 200 рублей, не подписывайтесь, народ, не подписывайтесь. Я же не заставляю, я просто объясняю, что ВК берет себе какой-то процент, так, я уже рассказывала. Потом, то, что я получаю, да, я еще плачу налог. Я оформлена самозанятая. Если бы я не платила бы налог, значит бы я не смогла бы оформить не Рутуб на себя канал, не Дзен премиум, как вам не ясно. Я плачу налоги, это во-вторых. А в-третьих, это не моя личная платформа. Я работаю на ВК. Я на них работаю. Чего непонятного? Все претензии должны быть к ним. Так я объяснила. Она мне пишет, успокойтесь, к вам претензий никаких нет, просто был задан вопрос, и все, только не нервничайте. Как вы задаете вопрос?
женщина? Как вы задаете, как вы вопрос свой поставили? Что значит успокойтесь? Это вам нужно успокоиться. Вы ко мне придираетесь. Как вы ставите вопросы? Я думала, что вы заинтересованы. Я вам спокойно объяснила. Вам не понравилось. Надо было промолчать. Ну хорошо, я могу вообще не отвечать на комментарии. Я могу вообще никому не отвечать, понимаете? Я вести могу свой влог без этого, как его называется, обратной связи. Как многие блогеры это делают. Ни в комментариях, под комментариями не ставить ни сердечки, ни писать ответов. От слова совсем. И в своих видео я тоже могу этого не делать. Вот и все. Я думаю, наверное, и вас всех это устроит, и меня в том же числе. Вот. Насчет на Дзен премиум. Я как загружала. Будут у меня там подписчики? Не будут. Почему я буду загружать на Дзен премиум? Потому что мне проще оттуда брать мои видео потом. Да, с опозданием. В какой период, я пока не знаю. Пока идет у нас опоздание там 20 дней. Может быть, будет и больше. Не спешить некуда. Может быть, будет и меньше. Это зависит от моего настроения. А мне проще, я объясняю, просто поясняю всем вам. Мне так удобно. Я ни под кого подстраиваться не собираюсь. Я скачиваю на компьютер видео. Потом я загружаю на Рутуб и Ютуб. С телефона мне неудобно, от слова совсем, загружать с айфона, загружать на Рутуб, потому что у меня не приложение, а у меня просто Рутуб, этот, как его, вкладка. Если вы не понимаете ничего в этом, значит, не поймете. Вы рассуждаете как зритель, я рассуждаю как блогер. Мне как удобно, так я и делаю. Я буду загружать, хоть и там никого вообще не будет, Дзен премиум. Буду загружать видео, даже сама для себя. А видео будут с опозданием выходить. Как выходили, я не буду, если думать, что я загружу и сразу буду выставлять в YouTube. Нет. День в день больше этого никогда не будет, как я раньше работала. Еще работала бесплатно. Угу. Не хотите смотреть день-день? Личное дело каждого. Я не нервничаю. Это вы нервничаете, милые дамы. Угу. Чего мне нервничать? У меня жизнь текет, бьет ключом, как говорится. Все хорошо. А вы нервничаете, вы же ждете видео. И что-то у вас не получается. Вы хотите посмотреть в день-день, вы оплачиваете 200 рублей. Вы мне делаете претензию какую-то и нервничаете. А вы думаете, что я нервничаю. Переводите на меня стрелки. Не надо так думать. Если вы нервничаете, то это не значит, что я нервничаю. Я вам просто разъяснила. Без нервов. А вы с нервами мне ответили. Разница есть. Разница есть. Каждый думает в меру своей испорченности. У нас, кстати, очень холодно ночами. 10 градусов. У нас ночи холодные. Вчера видела знакомую. Лисички. Пошли лисички, такие средненькие, маленькие. И беленькие. Она такой погрызанный нашла. Ну, холодные ночи, грибов нет. Мама вчера набрала пол-литра ягод всего. Ягод тоже уже там нету, где она ходит. Но она набрала. Колю завтра буду посылать за ягодами. Сколько наберет, столько наберет. Но за ягоды я его пошлю. Вот. Он говорит, я не знаю. Я ему говорю, может, за грибами пойдем? За грибами я могу сходить без него. Я хотела с ним пойти за грибами, а потом подумала, я могу среди недели в любой день сходить там с мамой за грибами.
Вот. А ягоды, они нужны. Хоть даже литр наберет или пол-литра. Это ягода. Пускай сходит с земляникой. Вот. Потому что все. Это воскресенье будет для него заключительной с этой земляникой. Он говорит, давай пойдем за грибами вместе. Ну, конечно, за грибами проще ходить. Но землянику надо собирать ее, а он не хочет. Вчера звонила к нему на работу. Разговаривала насчет праздничных дней. Мне объяснили так. Бухгалтером я разговаривала. Мне объяснили так, что нет такого, чтобы у них оплачивалось вдвойне праздничные дни, выходные дни. У них такого нет. Ладно, у них такого нет. С директором мне не пришлось разговаривать. Я сейчас посмотрю на его зарплату, сколько он получит в следующем месяце, за этот месяц. Вот. Потому что тут были праздники, выходные, он, как считай, работает все субботы, да. Все я прикину. А сколько? Она, как сказала, директор платит индивидуально. Каждому. Кто как работает. Индивидуально. Вот. Колю очень сильно хвалят. Хвалят, да. Коля, я давно сказала, что хвалят, но мне не нравится. Вот эта вот индивидуальность. Да, он оформлен официально. Он получает официальную зарплату 21 тысячу. Официально. С которой еще берут налоги. 13%. Вот. Остальные там он получает в конверте. Ну, когда все вместе выходит, когда 40, когда 50. А были времена, в прошлом году было и 100, и 95 было. Были времена. Мне не нравится, что так убавили. Я же знаю, с чем, как сравнивать, да? Но это были времена 1-2 раза. Вы не думайте, что там была постоянно такая зарплата. Вот, я думала, что будет постоянно. А это прям, ну, существенно пошел минус. Вот такая история. Колю очень хвалят, Колю очень ценят как сотрудника, да. И говорит она мне, нам бы таких еще 2 человек, и все. Я говорю, вы не первая, говорите. Он у нас, я рассказывала, работал в водоканале, когда мы ушли с завода. В Чебоксар переехали в Марпасад. Сначала в Марпасаде на заводе, потом в Чебоксарах работали. Когда мы переехали в Марпасад, он устроился в водоканал. 2 года работал слесарем. Так мастер тоже говорил, вот там же все вот такие вот. Он говорит, Оль, мне бы еще одного такого, как Колян, и все. Да это везде так. И в Можайске он дворником работал. Год. Где бы он не работал, да, только 1 раз он подосрал себе очень хорошо. Я его устроила на свиноферму за Тропарева, где я работала 2 недели, я рассказывала. Я его устроила кормить этих, как его, я не рассказывала, по-моему, об этом, кормить телят. Там уже, когда от матки отделяешь, телят, поросят, господи, извиняюсь, поросят отделяешь и перегоняешь их уже отдельно, отрываешь, да, там уже начинается кормление. Там, я не знаю, чем они кормят, специальными кормами, чего там дают, смеси. Так вот, ага. Просто и мне сказали там, что он там поработал неделю, и его сказали, что придется его уволить. Но он уволился как по собственному желанию, его попросили, потому что он что-то там делал неправильно с этими телятами, поросятами, господи, с телятами, поросятами. Вот. Это единственное место, где он накосячил. Я не знаю, он сказал, что он мне объяснял, что он орал тогда у пены у рта, что он все правильно делает и все такое. Я не знаю, меня там не было, ничего не могу сказать. Вот. Но мне сказали, что он накосячил, и там что-то очень плохо он что-то сделал, очень плохо, просто очень плохо. Я не знаю, девочки, то поросята подохли, там что-то стали дохнуть, я не знаю, то не докармливал, то ли, я не знаю, что там. Осечка, иди ко мне, сыночек. Иди, малыш. Ну, короче, такая история была, да? Да, мальчик мой, поздоровайся.
Теплый носик девочками. У нас окно открытое. У нас всю ночь окно было открытое, и всю ночь работал этот агрегат, кондиционер. Но мне воздух нужен. Горько укрываю под одеялом, оно открывается. Прохладненько. Очень хорошо дует, прям спим тут прямо у окна, и очень хорошо. Да, моя малыша моя, сера моя. А сладкий, сладкий. Сладкий такой. Даже немножко там запах изо рта, вот этот корм. Чуть-чуть, да, имеет запах детский. А такой, ну, запах такой не очень приятный, а все равно я люблю его очень сильно. И целовать люблю, и нюхать люблю. Вот. Он сладкий-сладкий. Очень. Очень-очень. 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 Очень нежный. Творожок не ел. Майка сегодня поел половину. Вчера все съел, все сегодня половину съел творожка. Такой, я скажу, сладкий и мамин, и папин. Майка, где у нас, не знаю, там, наверное, где-то в зале. Я занимаюсь, они лягут на диван и смотрят на меня вот так. Такие интересные. Вот такая история, девочки, мальчики, а также их родители. Так что личное дело каждого, я никого не заставляю. Опять просили просмотры. Не буду я по 2-3 видео загружать в день. Просили. Не буду я рвать пупок. Зачем? Нет, они, наверное, зритель мой думает, что я нервничаю. Нет, я не нервничаю. Вообще не нервничаю. И я вот переживаю по поводу вот этих вот экзаменов, что вот это все у меня. Не то, что я не сдам, я сдам. Что вот это все ветхо, блядь, то они месяцами длится. Да, вот я сейчас, честно скажу, в это время я переживаю вот за это. Что вот это все, блядь, длится месяцами, а может быть продлится и годами. У меня вчера, да, ничего, я целый год там это, короче, это сдавал, на водителя учился, Димка мне вчера. Люди учатся, ходят сдать по 7 лет. Мне вот это нахуй надо, блядь. Мне не 18, не 20 лет. Вот зачем он мне об этом говорит, блядь? Люди. Причем здесь люди, блядь? Я выучилась, я должна сдать, и все. И поставьте меня, как положено, да, сдать, и все. Они тянут вот это, знаете, вот эту лямку. Вот это, да, меня вот это бесит. Я нервничаю. А это так. Чего мне нервничать-то? Голодная сижу, что ли? Холодная? Нет. Рыбу еще не готовила, она стоит в пакете. Сегодня буду готовить ближе к обеду, когда Колян приедет, но ближе к этому. Короче говоря, Валентина какая-то ко мне приебалась в Ютубе. Какой-то смайлик прислала со слезами под шорсом, где я танцую со шваброй. Это было вчера. Я удалила. Я не стала ее блокировать. Теперь, значит, она мне, пусть говорят, пусть говорят, а я чертовски хороша, танцую, да? Она пишет 11 часов тому назад. Люди, что с вами? Я не стала не удалять это смайлик, не сердечко ставить. Я просто его оставила и посмотрю, короче говоря, что она еще напишет. Что-то ей не нравится. Я не знаю, что она хочет от меня, блядь. Если что-то не нравится, зачем она у меня сидит, эта Валентина, на моем канале, я никак понять не могу. Я посмотрю, я подожду. Мне некуда спешить. Что она хочет до меня донести? Эта тетка потная сидит там, блядь, вонючая. Что-то хочет до меня донести, я понять не могу. Ладно, все. Вот такое видео. Так что, я надеюсь, все понятно, да, внятно сказала. Как могла. Буду заниматься делами. Всем пока.